Привет, ребят! В этом видео я покажу, как делал маску сталкера из GTA 5, а также попрошу подписаться, поставить лайк и колокольчик, написать коммент, добавить этот видос к себе в соцсети, скинуть ссылочку лучшему другу, подписаться на мою группу в ВК по ссылке в описании, ну и конечно же материально поддержать меня на Бусти. И еще хочу пожелать всем не стать сталкерами в реальной жизни из-за происходящей сейчас катастрофы. Заказчиком был дан такой референс, и я заказал 3D модель. Ссылка на моделиста в описании. Моделью, к сожалению, не поделимся. Потом мне ее распечатали в Gear Props, ссылка на мастера в описании. И я уже маску шлифанул и грунтанул несколькими тонкими слоями. Потом шпатлянул, снова шлифанул, за кадром слишком сильно залил грунтом, из-за чего грунт не просох, поэтому попросил свою любимую девушку сошлифовать грунт. После часов шлифовки протер маску антистатической липкой салфеткой, купить ее можно на авторынке. Потом задул грунтом и покрасил белой краской. В оригинале, как мне показалось, белая поверхность гладкая, черная похожа на кожу, поэтому то, что должно остаться белым, закрыл малярным скотчем, а остальное задул антигравием. Вообще белым цветом можно было не красить, оставить черный грунт, но мне не терпелось увидеть маску в цвете, ждать покраски отливки не хотелось. Мастер-модель меня полностью устроила, поэтому приступил к формовке. Ой, не то. Использовал силикон Силкатин 30. Силикон продул аэрографом, чтобы избавиться от пузырей. Старые ненужные силиконовые формы накрутил на мясорубке и добавил во второй слой для экономии. Также старые формы нарезал для ключей, а следующие слои силикона делал загустителем, чтобы можно было наносить линейкой в намазку. С помощью булавок прикрепил ключи из старых форм. С помощью профильного шаблона из картона сделал границу между половинками будущего кожуха. Щели проклеил малярным скотчем и залил термоклеем. Смазал картон и силикон вазелином. В вазелин вдавил какую-нибудь ненужную ткань и пропитал ее дешевым пластиком репликаст. Ну, раньше он был дешевым, теперь все дорого. В еще липкий пластик снова вдавил ткань и снова пропитал ее. И так делал слоя 3-4. Оторвал картон и повторил тканью пластиковые дела с другой стороны.
Насверлил отверстий для болтов. И, конечно, их нужно было делать 3. 2 в самом низу и 1 посередине. Оторвал картон и обрезал лишний пластик с кожуха. Сгладил острые углы. Извлек мастер-модель. Собрал форму. И, как видите, по краям кожух двигается. Именно поэтому нужно было делать 3 отверстия, а мне пришлось стягивать ее ремнем. И отлил маску пластиком Polycast Slow. Со смуткаста на Polycast я перешел, потому что Polycast более дешевая альтернатива. Но теперь Polycast тоже дорогой, поэтому нужно найти более дешевую альтернативу. Да уж, нужно найти более дешевую альтернативе смуткаста. Отливал в 4 слоя. После полимеризации достал отливку. Обрезал все лишнее. Шлифанул ее наждачкой. Шлифанул скотч-брайтом с мылом. Малярным скотчем закрыл то, что должно остаться белым. Чтобы не испортить покраску, решил сначала сделать заготовки для глаз. Вообще в оригинале глаза не светятся, но согласитесь, очень сложно испортить маску светящимися глазами. Заказчик тоже был за. Делал из ПВХ. Отмерял, грел феном, гнул, клеил. Шлифанул, шпатлянул и закруглил гравером углы. Шлифанул и за кадром перепроверил, все ли подходит. Все подошло, поэтому покрасил маску.
Сняв малярный скотч, протер маску липкой салфеткой и покрасил белую часть в цвет слоновой кости. Непонятную штуку на зубе в коричнево-зеленый. Покрыл матовым лаком белую часть. Подправил огрехи от малярного скотча и сделал везеринг. И наконец-то финально залакировал матовым лаком. В Леруа дешевого не было, пришлось покупать крилон в Леонардо за косарь. Ох, какая боль. Приступил к формовке глаз, облепив мастер-модель картоном. Клей не жалею, чтобы не было щелей, через которые может выливаться силикон. В качестве литника приклеиваю болт. На внутренней части глаза делаю небольшие углубления 3-мм сверлом. В отливке в эти места будут вклеиваться светодиоды. И эту деталь просто окружаю картоном. Все жирно заливаю клеем. Разорвал картон и сделал опалубку для второй части формы, чтобы отливать сразу два глаза. Извлек вторую часть. Сделал новую опалубку. Силикон смазал вазелином. Вложил мастер-модель. Залил силикон. Эта форма готова. Эта форма готова наполовину, осталось ее дублировать. Извлекаю мастер-модель. Обрезаю все лишнее и смазываю вазелином внутреннюю часть формы. На нее же накладываю мастер-модель и располагаю это рядом с наружной частью формы. Делаю картонную ванночку, а.к.а. опалубку, и заливаю силиконом. Разрываю картон.
Извлекаю внутреннюю часть формы и мастер-модель. Чтобы не путаться при вкладывании внутренней части формы, асимметрично вырезаю кусочек из наружной части формы. Смазываю вазелином. Вложил внутреннюю форму во внешнюю. Во вторую форму вложил мастер-модель. Приклеил болт для литника. И залил силиконом. После полимеризации силикона разбираю. В верхних точках вырезаю выпоры для выхода воздуха. Форма готова. Детали в виде колец отлил из прозрачного пластика Crystal Clear 202. Этот пластик я покупал перед изготовлением маски Дэдпула с эмоциями. Хотел из него делать прозрачные линзы. Но понятное дело, что без дегазации пластик прозрачным не останется. Поэтому он был оставлен до лучших времен. Эх, как я был наивен насчет лучших времен. В общем, пластик простоял 5 лет, и в итоге с ним все нормально. Но справедливости ради, я его никогда не открывал. Соответственно, он стоял запечатанный с завода. Наружные детали отливал пластиком Polycast Slow с добавлением черного красителя So Strong. После полимеризации можно извлечь. Литники, как видите, легко отламываются руками, соответственно, эти детали уже можно вклеивать. Но заказчик очень долго ждал эту маску, поэтому детали я замотовал и покрасил. Прозрачные детали извлек и замотовал. В прозрачном кольце сделал несквозное углубление. Для лучшего рассеивания сточил линзу светодиода. В насверленное углубление вклеил светодиоды. Ножки загнул. Из провода извлек жилу и скрутил ее. Далее все светодиоды спаял параллельно, предварительно припаяв каждому по резистору на 51 Ом. Для пайки использую флюс-пасту в шприце, очень удобно.
черные детали внутри покрасил металликом. Кольца друг с другом тоже спаял параллельно. Припаял провода к выключателю. К соединенным кольцам тоже припаял провода. И проверил, все работает, можно двигаться дальше. Термоусадкой закрыл места пайки на выключателе. Такую красную ткань сетку наклеил в 4 слоя. Hello, welcome to the Jazz Morning. We have some smooth melodies here for some juice ladies here. Излишки обрезал. Вклеил кольца в черные детали. Еще раз проверил. В маску тоже вклеил сетку. Вклеил глаза в маску. Снова проверил. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Щели залил черным термоклеем. На батарейном отсеке с крышкой выключатель перевел в положение «включено», откусил его и залил клеем. Вклеил батарейный отсек. Приклеил выключатель. Один контакт кнопки спаял с плюсом батарейного отсека, второй с плюсом глаз. Минус батарейного отсека спаял с минусом глаз. Вставил батарейки и снова проверил. Термоклей и провода закрыл черной резинкой. Из-за светящихся глаз маску в таком виде надеть на голову не получится, так как эти глаза давят на брови, поэтому вверху нужно сделать упор для лба. Для этого снимаю форму малярным скотчем.
Обвожу на 10-мм Эво и вырезаю. Приклеиваю. Изнутри локально подкрашу черной краской. Маркером подписываю вкл-выкл. Эво это, конечно, неплохо, но мне захотелось сделать подкладку на липучках, потому что заказчик очень долго ждал эту маску, больше года. Облепил малярным скотчем. Обвел и вырезал. Обвел на мягкой ткани, похожей на ткань для гидрокостюмов. Вырезал. И для красоты обшил черным бифлексом. Пришил липучки. К Эво ответная часть липучек лучше приклеилась черным термоклеем. Суперклеем тоже пробовал, с ним держалось хуже. Липучки вклеены. Как видите, подкладка топорщится. Туда за кадром я тоже добавил по липучке. Прежде чем вшивать резинки, нужно сделать задник. Брат, спасибо ему за это, смоделировал его. Александр из Gear Props распечатал на фотополимерном принтере. Я снял форму и отлил из пластика. Вместо покраски для разнообразия буквы решил залить пластиком с черным красителем. Сошлифовал лишний пластик. За кадром, возможно, пролакировал, точно не помню. Со временем непролакированный пластик пожелтеет. Пролакированный не должен, потому что, по идее, лак должен защищать от ультрафиолетовых лучей, из-за которых пластик и желтеет. Вшил резинки. Пожалуй, резинки лучше вшивать в задник. При вшивании в маску есть вероятность поцарапать маску. Вставил подкладку. На резинке добавил такую фурнитуру. И, вставив резинки в задник, проделал их фурнитуру. Ура! Сама маска готова. Далее капюшон. Маску надел на голову манекена, который изготавливал 8 лет назад. Видос по ссылке в описании. Из бумаги и малярного скотча сделал выкройку капюшона. Обвел на ненужной ткани и сшил. Примерил, кое-где подрезал, кое-где добавил ткани. Черновой капюшон меня удовлетворил, поэтому перенес его на бумагу, чтобы сохранить выкройку, чтобы такую маску можно было сделать сколько угодно раз. Для финального капюшона использовал черный лен, который использовал для костюма ночной мартышки. Кстати, костюм, как и эту маску, можно у меня заказать. Сшил половинки, но так как лен довольно сыпучая ткань, изнутри швы закрыл бифлексом.
В области подбородка тоже вшил бифлекс. В кусочек бифлекса и льна вставил магнитную кнопку. Залил суперклеем для надежности. Пришил к усиленной бифлексом области подбородка. Ответные части кнопки также приклеил к зеркальной части капюшона. Приклеил 2 штуки, чтобы можно было менять размер. Наружные части капюшона также прошил бифлексом. На верхнюю резинку пришил липучку. Ответную часть липучки пришил к капюшону. Маска готова. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Отдельная благодарность всем, кто поставил лайк, написал коммент, поделился видосом. И напоследок пожелаю всем нам не оказаться в мире, похожем на мир игры Stalker. Хотя это не особо-то и реалистично. А вот оказаться в мире Fallout, похоже, невозможно. Эх, скорее бы все закончилось.